Довольно часто наши домашние животные попадают в смешные и нелепые ситуации, и иногда это удается снять на видео. Несколько лет я собирал такие фрагменты, и сегодня пришло время показать вам 4-ю часть с самыми отборными приколами, которых вы еще не видели. В этом выпуске я расскажу, как Соня училась играть на гитаре и научила этому других наших животных. Включу вам послушать Мишкин первый трек, который он посвятил Соне. Расскажу, кто живет у Мишки в носу, а еще покажу, как Мишка созванивался с Соней после разлуки. Расскажу, как мы отучили Мишку лазить по столам, и покажу, какая странная привычка есть у наших котов, когда мы садимся кушать. Ну и, конечно же, обязательно досмотрите этот выпуск до конца, потому что в конце я покажу долгожданный и мой самый любимый прикол, который рассмешнил меня до слез. Если вы любите животных, то прямо сейчас обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а мы начинаем. Всем хорошего настроения и приятного просмотра. Ох, ребята, если бы вы знали, какое это для меня счастье, когда в нужный момент, в нужное время под рукой оказывается камера. К сожалению, наши домашние животные не предупреждают заранее о своих смешных выходках, и успеть снять на видео какой-то прикол – это огромная ценность. Но бывает, спасает ситуацию не только наличие камеры под рукой, но и наличие микрофона. Вот одна из таких историй. Как вы знаете, Соня очень любит спать на моем рабочем столе, когда я монтирую выпуски. И вот в один момент она так крепко уснула, что я услышал какие-то звуки, похожие на храп. Вы вообще слышали когда-нибудь кошачий храп? Вот сейчас услышите. Я максимально тихо взял петличный микрофон, который, к счастью, оказался под рукой, и еле дыша положил его к Сониному носику. Только бы не разбудить и не испортить момент. Но мне повезло, и я записал вот такое видео. Наверное, Соне приснился гороховый суп. Вы бы видели, как я в тот момент изо всех сил сдерживал смех. Давился собственным смехом как мог, ведь это может разбудить кошку и все прекратится. В итоге так и произошло. Соня проснулась и стала играть с микрофоном, но, к счастью, я уже успел записать достаточно материала. Немного похожая ситуация была и с боссом. Однажды утром после прогулки босс хорошенько позавтракал и лег полежать на прохладном полу в зале. В этот момент я находился в спальне и вдруг слышу какие-то звуки, отдаленно похожие на кваканье лягушек. Иду на звук и понимаю, что эти лягушки квакают в животе у босса. Ничего себе, у него там свое личное болото. И ведь мы во время прогулки не посещали французские рестораны, да и ни в каких камышах не бродили. Странно. На самом деле, такое громкое урчание в животе босса явление нечастое, но для нашей семьи довольно привычное. Оно и ясно, ведь чем больше живот, тем громче ведут себя его обитатели. Эти лягушачьи песнопения услышал и Мишка. Хоть он и спал в своем домике высоко на холодильнике, но все равно решил спуститься и проверить, все ли хорошо с его другом-боссом. Я уже не такой молодой скакать по холодильникам. Могли бы уже и лифт поставить. Мишка, кстати, настолько любит босса, что почему-то всегда защищает его от других котов. Такое поведение за Мишкой мы замечали довольно часто. Вот, например, на этом видео совсем еще молодой Кузя играл с ковром около босса. Это не понравилось Мишке, и он отогнал Кузю от своего друга. Не, ну а чё он? Иногда у Михася протекает бубен, так что не обращайте внимания на его идиотские выходки. Оба! А на этом видео Мишка прогоняет Соню. Она всего лишь проходила мимо босса. Что же Мишка так ревнует?
А это вообще старое видео. Здесь Мишка недоволен, что прямо около его друга в домике лежит Соня. Сначала Мишок активно пытался ее прогнать. Махал своей безобидной культяпкой, но у него ничего не получилось. Отжать домик не смог, поэтому просто лег рядом и тихонько наблюдал, чтобы босса никто не трогал. И все бы ничего, но в этот момент пришла Дунечка и легла прямо около босса. Да не просто легла, а показательно развалилась около него. Мишка, конечно, знатно прифигел от такой смелости и даже немного растерялся. Забавно то, что босс тихонько дышит своими 3 отверстиями, и ни сам босс, ни лягушки в его животе даже не подозревают, какие страсти накаляются вокруг его персоны. Ревнишка полежал и пошел действовать. Только кот сам по себе добрый и спокойный, и поэтому он хоть и не рад происходящему, но и сделать в данной ситуации ничего такого не может. Несколько раз лизнул босса, будто выразил ему свое утешение. Затем пошел на домик и спрятался в ковре. Продолжительно смотря на Дуню, коверишка словно во всю силу изобретал план изгнания врага с территории своего друга. Затем немного размялся перед готовящимся боем и показательно стал нервничать, будто намекал Дуне, что лучше сама чихни оттуда. Вот, можешь забрать ковер, но босса не трожь, по-хорошему прошу. Затем ковришка не выдержал и пошел в атаку. Устал, сел отдохнуть. Подумал и затем стал обходить Дуню сзади. Тем временем Дуня решила не связываться с этим психишкой и слиняла от греха на мое компьютерное кресло. И что вы думаете? Этот балбес, вместо того, чтобы лечь на отбитое у Дуни место рядом со своим другом, на которого он уже готов был поменять свой любимый ковер, вместо этого он вернулся обратно на этот ковер. Видимо, передумал менять его на босса, а то вдруг сделка еще в силе. И только после того, как на открытом пространстве около босса не осталось других котиков, Шаурмишка позволил себе расслабиться, закрыл глаза и даже приготовился ко сну. Еще бы, после такой тяжелой битвы, какие там силы остались? Мишка очень любит босса и относится к нему будто с уважением, как к старшему товарищу. Это кузяблика можно гонять как мячик, но с боссом он всегда ведет себя почтительно и любезно. На самом деле босса обожают все наши котейки. Они каждый раз встречают его с прогулки. Они трутся об него и даже лижут его мордашку. Любят все, но Мишка больше всех. И вроде бы мы с вами напичканы стереотипами, что дружба между котиками и собаками не предусмотрена природой. Но эта парочка уже много лет доказывает нам обратное. Ну я вам что, музейный экспонат, что ли? Эй, лайк поставьте. Обязательно. Все, Кузя, пошли. Ох уж эти коты. Чё, сбежать уже никак? Жаль, ладно. С другой стороны, это большой комплимент боссу, ведь даже коты понимают, что его невозможно не любить. Этот пес невероятно добрый и безобидный. Его обожают даже дети с нашего района и всегда бегут его погладить, когда мы выходим на прогулку. Он, конечно, очень любит внимание, подыгрывая детишкам и гордо позволяет любоваться собой. А меня каждый раз охватывает гордость за этого старичка. А еще за свою маму, ведь именно она вырастила его таким добрым и чудесным. Я тут в своих архивах нашел еще несколько старых записей с боссиными приколюхами. На этом видео босс вежливо требует ласки. Еще погладить? Давай еще. Еще поглажу тебя. Еще? Давай еще. Давай еще поглажу. Еще? Давай еще. Еще?
А еще открою вам тайну. Оказывается, наши коты частенько что-то шепчут боссу на ушко. Интересно, что? Слушай, друг, тогда пойдешь на прогулку, нарви мне цветов. Кошачьи мяты там, полынь. Чего? Ничего, полынь, трава такая, говорю. Блох отпугивает, Соне подарю. Но босс представляет свои курьерские услуги не только шаурмишке. Бывало, и Дунечка что-то шептала ему на ухо. Только там заказы посерьезнее будут. Слушай меня, да подожди, не дергай локатором. Будешь на прогулке, пачку сухариков возьми мне в магазине. Только крупные не бери, а то я от них... Все запомнил? Так, что я еще хотела? А, и семечек пачку возьми. Все, чеши. Шушуть по позе. Ты мне сухарики с семками принес? Нет. Понятно, все самой, все самой. Да в чем моя вина? Ну не ходили мы в магазин. Мишкина любовь к боссу — это, конечно, милое явление. Но иногда у Мишки случается заскок, и он ведет себя очень странно по отношению к своему другу-боссу. Вот, например, на этом видео Мишка, как обычно, миловался с боссом. Радовался его возвращению с прогулки и, довольный, терся об него, будто у Мишки счастья полные штанишки. Но вдруг у Даунишки что-то щелкнуло в башке, и он начал делать странные вещи. Хотя, я, наверное, догадываюсь, в чем причина. Но я же просил тебя цветов нарвать для Сони. Но я все равно тебя люблю. Дай грибы поцелую. Ну дай поцелую. Но цветов все равно мог бы нарвать. А впрочем, я устал. Все, отдохнул. Все, опять устал. А теперь давайте слетаем в очень далекое прошлое. В те бородатые времена, когда босс жил с нами в комнате и спал на ковре. Обратите внимание, как Мишка выпендривался перед Соней и привлекал ее внимание. Пацан уже не знал, как забронировать ее сердце. Вот если бы босс полынь принес или хотя бы ромашек нащипал, вот это было бы уже совсем другое дело. А так приходится импровизировать. Даже обои порвал засранец и хотел подарить эту бумажку своей любимой Соне. Ох уж этот Даунишка. Такие страсти, что даже босс решил дать по пяткам подальше от этой парочки. Но напомню, что эта история не про Мишку с Соней, а про странное поведение Мишки в отношении своего друга-босса. Босс походил и вскоре вернулся обратно, но Мишка внезапно задумал перекрыть ему проход и не дал корешу лечь на свое место. Босс такой: «Ясно, пошел я лесом». Не знаю, в чем была причина такого поступка. Наверное, влюблишка не хотел, чтобы кто-то видел, как Соня опять его отшивает. Кстати, а вы знали, что у Мишки в носу кто-то живет? Да-да, и я сейчас вам его покажу. А пока хочу попросить проверить подписку на наш канал. И если вы не подписаны, то обязательно подпишитесь прямо сейчас. Также будет очень полезно, если вы отправите это видео своим друзьям, которые любят животных и у которых работает YouTube. Мы очень любим тех, кто уже с нами, и всегда рады новичкам, которые присоединяются к нам. Давайте вместе продолжать делать хорошие дела. Пришел как-то Мишка спать ко мне на рабочий стол. Я взял камеру, и что-то мне захотелось рассмотреть спящего Мишку поближе. Кстати, ловите еще один факт о нашем коте. Мишкина лапа с внутренней стороны похожа на Мишку. Затем приближаю Мишкин розовый носик и замечаю, что оттуда будто бы кто-то на меня смотрит. Слушайте, я не знаю, видите ли вы там чей-то зеленый глаз, но лично я с тех пор не могу это развидеть. Мне, конечно, неизвестно, что это за сопливый житель там прячется, но, по всей видимости, мы с вами только что нашли секретную дачу Майка Вазовского. Ну и поскольку сегодня так много внимания Мишкиным частям тела, покажу вам Мишкину растопырку. Чего? Какую еще мою растопырку? Если во время отдыха, именно когда котик отдыхает, аккуратно взять Мишкину лапу и поводить пальчиком между подушечек, то постепенно бутон полностью раскроется. Это увлекательное явление мы называем растопырка.
Вот только не все котики это любят. Кому-то это может быть щекотно или неприятно. Помните об этом. Мне вот интересно, это только у наших котов дурацкая привычка бежать в лоток именно в тот момент, когда мы садимся кушать? Или ваши котахи тоже так делают? Как ни странно, это происходит и во время завтрака, и во время обеда, и во время ужина, и даже во время обычного чаепития. Их что, всех на одном заводе печатают? Я долго думал о причинах такого поведения и наконец-то понял. Похоже, они надеются, что им тоже что-то перепадет со стола, и поэтому бегут освобождать место. А если бы мы и вовсе перестали кушать, наши котики тоже перестали бы сражаться за место в тени? Или как это у них у всех работает? И ведь хочешь не хочешь, но тебе приходится откладывать вкусняшки и идти убирать, иначе пахнуть будет совсем неаппетитно. А после Мишкиных снарядов так вообще квартиру проветривать нужно. Тут съемка видео запрещена. Камеру вырубай. Но так делают не только коты, но и даже босс зачем-то продолжает копать кошачий лоток. Причем делает он это своим носом. Я уже рассказывал об этом в прошлых сериях, но причину такого поведения мы так до сих пор и не выяснили. И что тут выяснять? Сажаю полынь для Мишки. Только не растет почему-то. Хотя ее регулярно удобряют. В свободное время у наших животных есть одно забавное увлечение. Они прячутся за дверью и ждут, когда кто-то выйдет или войдет, чтобы потом его напугать. Оказывается, так забавляются не только люди, но и животные. Вот Мишка сел в засаду за поворотом и тихонечко ждет свою жертву. Интересно, кто же это будет? Опа, попался жук. А ну стоять! У Курского вокзала стою я молодой. Опа, Кузя идет походу. Блин, мимо прошел засранец. Но ничего, сейчас я тебя точно поймаю. Куда побежал? Сюда иди. А на этом видео уже Кузя пугает Мишку. Мишалка чё-то бродил по коридору из комнаты в комнату. Потом увидел скрытую камеру и пошел к ней. Но на подходе притормозил. Похоже, чего-то испугался. Понюхал и пошел обратно. А там сюрприз. Кузя выскочил из кухни так неожиданно, что меховик аж подлетел. Вот это Пузан, конечно, отомстил за Мишкины прошлые выходки. Ничего он мне не отомстил. В кои-то веке я ему подыграл на камеру. А на этом видео какой-то черный демон из-под дивана заигрывал с Пузей. Пузан пытался его поймать, но ничего не вышло. Подойдя к выходу, он внезапно чего-то испугался. Я так и не понял, чего именно, но это же коты. Они постоянно дергаются от малейшего скрипа, особенно в момент своей повышенной внимательности и осторожности. Особенно Мишка. Это самый главный бояка и выдумщик в нашей семье. Недавно я нашел в своих архивах еще парочку Мишкиных испугов. На этом видео дурнишка забоялся собственную лужу, при том, что он сам же ее изготовил минуту назад. Лужа настолько страшная, что Мишка даже решил ее побить. Самые седые подписчики нашего канала поймут по его повязке, насколько это старинное видео. Чувствуете? Музеем пахнет. И если в лоточке один выдуманный враг, то на этом видео целых два. Во время уборки я закинул свое кресло на диван, но Мишке внезапно это показалось чем-то опасным и страшным. И ладно бы опасным было только кресло, но с другой стороны на Мишку нападает еще и пылесос. А знаете, как мы отучили Мишку лазить по столам? Сейчас расскажу. Было время, когда Мишка повадился запрыгивать на столы и разгуливать там как по своей частной территории.
Мы постоянно его прогоняли, и он знал, что нам это не нравится, но все время продолжал это делать. И вот однажды я оставил на столе какую-то этикетку липкой стороной вверх, даже не с целью отучить или наказать, а так, по приколу, вдруг кто-нибудь попадет в мой капкан, и кто-нибудь попал. Шалунишка потом долго не мог снять эту штуковину со своей лапы. Только ходил из комнаты в комнату и недовольно дергал прилипшей культяпкой. В любом случае, наш путешественник по столам теперь сидит на стульчиках и не стремится туда, где его быть не должно. На самом деле это, конечно, просто веселье, и вряд ли таким образом можно отучить котов от стола. А чтобы они действительно не лазили там, где не должны, нужно просто не оставлять ничего, что могло бы их заинтересовать. От любой еды до каких-то предметов, похожих на игрушки. Обычно по столам лазят совсем еще юные котики, и делают они это из любопытства. Но если так себя ведет взрослое животное, то, скорее всего, ему чего-то не хватает. Либо он не доедает и поэтому ищет еду, либо что-то не так с его водичкой. Но мой компьютерный стол котикам можно посещать даже без визы. Мне нравится работать, когда рядом кто-то дрыхнет. Когда-нибудь у нас будет настоящая команда, и в нашем офисе обязательно будут жить спасенные с улицы котики. Потому что работа в окружении животных – это уже не работа, а приятное ремесло в уютной атмосфере. Мой рабочий стол находится около окна, а еще там всегда стояла акустическая гитара. И вот однажды Соня в прямом смысле научилась на ней играть. Все началось после отбоя. Представьте, 2 час ночи, в спальне темно, тишина. Мы только стали засыпать и вдруг слышим такие звуки. Я включаю свет и вижу на подоконнике Соню, бьющую хвостом по струнам. Оказывается, ночью ей захотелось посмотреть в окно. Она села на подоконник и стала играть на гитаре. И так продолжалось довольно часто. Днем еще ладно, не так слышно, но по ночам гитара гремела довольно громко. И ладно, если бы только Соня была гитаристом в нашей семье. Но она, похоже, еще и Дунечку научила. Наверное, хотела собрать рок-группу и выиграть Евровидение. В итоге, ночные репетиции группы Мяуталика вскоре привели к тому, что мне пришлось прятать гитару в чехол, чтобы эти хвостатые рокеры не будили нас по ночам. Пока наши кошки учились гитарному мастерству, Мишка тем временем научился танцевать. Танцунишка любит сидеть попой у нас на руках, особенно с Катей. Катя его чешет, а он прям тает у нее на руках. В такие моменты кот полностью расслабляется, и его лапами можно даже танцевать. Мы включаем какую-нибудь музыку, и понеслась. Зажигаем, ап, эй, танцуют все, пляшем, пляшем, оба, оп, эй. Мишка очень любит ловить солнечных зайчиков. Когда Катя куда-то собирается, солнечный Мишка прибегает к ней и ждет зайчика. В такие моменты Мишка очень смешно вертит головой, и однажды у меня получилось это заснять. После нашего переезда Мишка с Соней периодически созваниваются по телефону. Мишка очень скучает по своей возлюбленной. Он делится с ней своими новостями и с удовольствием слушает ее истории. Ну, я ему и говорю: Кузя, верни на место мою кукурузину. А эта балбесина не признается. А еще сегодня Кузя у меня корм подбил. Мы кушали, я отошел босса с прогулки встретить. Возвращаюсь. А там все миски пустые. Ну что ты, Кузю не знаешь? Да я знаю. Ну а так ничего интересного. Шлю тебе воздушный поцелуй. А ты мне в ответ? Сонь. Нет, не буду. Ну пожалуйста.
Сонь, Ой, ну на уже. На фоне тоски по Соне Мишка даже посвятил ей свой первый трек. Хотите послушать? Ну тогда с вас лайкосик. яу-яу-яу. У микрофона МС-шка 2024. Этот трек пропитан любовью и немного кормом. Я посвящаю это тебе, Соня. Йоу-йоу-йоу. Йоу-йоу-йоу. Кузя, не мешай. Полетели. Мы были вместе с тобой. Мы ели с одной миски. Мы вместе воровали со стола сосиски. Я любил тебя, малая, и боролся за твой взгляд. А теперь в моих объятиях только Кузин зад. Только Кузин зад. И ни шагу назад. Яу. Йоу, йоу, йоу. Сколько времени с тобой проводили под луной. Сколько стырил сухарей я из мисочки твоей. В моих объятиях засыпала, а потом по щам давала. Помню каждый твой удар, у тебя бойцовский дар. Ты, надеюсь, не грустишь и счастлива и здорова. И тебя не обижает эта рыжая корова. Ты звони почаще мне и вспоминай меня немного. За твое здоровье я погрызу сухого корма. Ну и перед финальным приколом, от которого я смеялся до слез, покажу вам смешные заточки наших котов. Вот Кузя, например, порой такие смешные мордашки корчит, только и успеваем фоткать и снимать на видео. А на этом видео Кузя в заложниках у Мишки. Хулиганишка словно намекает Кузе, что лучше не дергаться. Но затем Кузе все же удалось вырваться из его удушающих объятий. Но Мишка просто так не отпустит. А теперь смотрите на заточку Кузи. А это Кузя спит на тумбе. Но Соня считает, что это еще цветочки, потому что у нас есть еще вот такое видео. И ведь удобно же ему. Никогда не понимал этих летучих мышей, почему им так нравится висеть вниз головой. Но главная королева смешных заточек всегда была Дуня. Бывает, поворачиваешься в ее сторону, а там вот. Или вот. А на этом видео Дунечка, как любящая бабушка, мило смотрит, как играют ее внуки. Ну что ж, вот и пришло время показать вам это долгожданное видео. Прошло уже несколько лет, но я до сих пор смеюсь до слез, как в первый раз, когда его пересматриваю. Все началось с покупки робота-пылесоса. Первое время наши коты пристально изучали его как какой-то неопознанный предмет. И даже пугались, когда он выезжал на уборку территории. Да и вообще, первое время они пугались малейшего шороха, когда находились с пылесосом в одном помещении. Но у меня есть видео самого первого запуска робота-пылесоса. И эта реакция наших котов буквально свалила меня до слез. Я вообще совершенно не планировал это снимать, и сам не знаю, зачем включил тогда камеру. Видимо, в последний момент подумал, что мне пригодится первый запуск и первая реакция наших котов. И как потом оказалось, очень не зря.
Но это еще не все. В следующей 5-й серии с приколами животных я покажу, как Марти соблазняет Соню. У меня накопилось уже достаточно приколов с Соней и Мартюхой, и я постараюсь показать вам как можно скорее. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Скоро увидимся.